Раннее утро в африканском заповеднике начиналось спокойно. Над бескрайней саванной только поднималось солнце, окрашивая сухую траву в золотистые оттенки. В низинах еще держалась легкая дымка, а воздух был прохладным и удивительно свежим. Где-то далеко перекликались птицы, среди кустов мелькали антилопы, а по грунтовой дороге медленно двигались первые автомобили с туристами. Семья приехала в заповедник всего на один день. Для родителей эта поездка должна была стать редкой возможностью отдохнуть от городской суеты, а для детей — настоящим приключением, о котором они смогут рассказывать друзьям. Они давно мечтали увидеть диких животных не за решеткой зоопарка, а в естественной среде, где человек остается лишь гостем. Отец сидел за рулем арендованного внедорожника. Рядом с ним находилась жена, державшая в руках телефон и время от времени снимавшая окружающие пейзажи. На заднем сиденье расположились двое детей. Они постоянно смотрели в окна, спорили, кто первым заметит льва, и радостно реагировали на каждую новую встречу. Сначала им попалось небольшое стадо зебр. Животные спокойно паслись недалеко от дороги, почти не обращая внимания на остановившиеся машины. Затем семья увидела жирафов, медленно двигавшихся между акациями. Один из них вытянул длинную шею к верхним ветвям дерева, и дети буквально прижались к стеклу, стараясь рассмотреть его как можно лучше. Дорога становилась все уже. Теперь она проходила между высокими кустами, за которыми почти ничего не было видно. Отец ехал медленно, соблюдая правила заповедника. На въезде туристов предупреждали, что выходить из автомобиля категорически запрещено, приближаться к животным нельзя, а в случае опасности необходимо сохранять спокойствие и выполнять указания смотрителей. Все внимательно слушали инструктаж, но тогда эти предупреждения казались обычной формальностью. Спустя некоторое время впереди показались несколько автомобилей. Они стояли прямо посреди дороги, не двигаясь ни вперед, ни назад. Отец притормозил и попытался рассмотреть, что происходит. Сначала ему показалось, что туристы наблюдают за хищником, скрывающимся в высокой траве. Но затем кусты справа зашевелились. Из зарослей медленно вышел огромный африканский слон. Он был настолько большим, что на его фоне автомобили казались игрушечными. Массивные ноги тяжело ступали по сухой земле. Огромные уши время от времени расправлялись в стороны, а длинные бивни блестели в лучах утреннего солнца. Слон остановился у дороги, поднял хобот и замер, внимательно прислушиваясь к звукам работающих двигателей. В машине наступила тишина. Дети впервые увидели слона так близко. Еще несколько минут назад они просили отца подъехать к животным поближе, но теперь никто не произносил ни слова. Мать осторожно подняла телефон и начала снимать. «Только не высовывайся из окна», — тихо предупредил ее муж. Женщина кивнула. Слон сделал несколько шагов и оказался прямо на дороге. Машины впереди не могли проехать, поэтому водители заглушили двигатели и стали ждать. Обычно животные вскоре уходили сами, освобождая путь. Отец тоже остановил автомобиль, оставив между собой и ближайшей машиной достаточное расстояние. Поначалу ситуация казалась совершенно безопасной. Слон стоял боком и лениво обмахивал себя ушами. Он подбирал хоботом пыль, бросал ее себе на спину и словно совсем не интересовался людьми. Через несколько минут одна из машин впереди осторожно начала сдавать назад. Возможно, водитель решил, что приблизился слишком близко. Однако резкий шум двигателя привлек внимание слона. Животное мгновенно повернуло голову. Его поведение изменилось почти незаметно, но отец сразу почувствовал опасность. Слон перестал двигать хоботом, высоко поднял голову и расправил уши. Он больше не выглядел спокойным. «Кажется, ему не нравится машина», — прошептала мать. Отец положил руку на рычаг переключения передач. Автомобиль впереди остановился. Несколько секунд ничего не происходило.
Затем слон сделал быстрый шаг в его сторону. Водитель снова начал сдавать назад. Остальные машины тоже пришли в движение, но узкая дорога не позволяла быстро развернуться. За семейным внедорожником уже стояли другие автомобили. Получилась ловушка. Впереди находилось разъяренное животное, а путь назад был перекрыт туристами, которые еще не понимали, что происходит. Слон резко затрубил. Мощный звук прокатился над саванной и заставил всех в машине вздрогнуть. Дети испуганно пригнулись. Мать перестала снимать и повернулась к мужу. «Нам нужно уезжать». «Я знаю». Отец включил заднюю передачу и посмотрел в зеркало. Стоявшая сзади машина находилась слишком близко. Водитель тоже пытался отъехать, но ему мешали следующие автомобили. Слон двинулся вперед. Сначала он шел быстро, раскачивая головой и поднимая облака пыли. Туристы еще надеялись, что животное просто пытается напугать их. Слоны нередко совершают ложные атаки, останавливаясь в последний момент. Однако никто не мог знать, станет ли эта атака демонстративной или настоящей. Расстояние стремительно сокращалось. Машина впереди начала отступать быстрее. Ее задний бампер оказался всего в нескольких метрах от семейного внедорожника. Отец нажал на сигнал, требуя, чтобы автомобили позади освободили дорогу. На несколько секунд вокруг возник полный хаос. Ревели двигатели, звучали сигналы. Люди кричали друг другу через открытые окна. Все это еще сильнее раздражало слона. Он снова затрубил, опустил голову и побежал. Теперь сомнений не оставалось. «Держитесь!» — крикнул отец. Он резко нажал на педаль газа и начал сдавать назад. Внедорожник подпрыгивал на неровностях, колеса выбрасывали из-под себя камни и сухую землю. Мать развернулась к детям, приказав им пригнуться и не отстегивать ремни. Слон приближался с пугающей скоростью. Несмотря на огромные размеры, он двигался быстрее, чем кто-либо ожидал. Его уши были широко расправлены, хобот закручен, а тяжелые ноги с грохотом ударяли по дороге. Машина впереди внезапно свернула к обочине, пытаясь обогнуть кусты. На мгновение путь перед семьей оказался свободным, но слон теперь двигался прямо на них. Отец понял, что продолжать ехать назад слишком опасно. Дорога изгибалась, видимость была плохой, а позади оставались другие туристы. Одного неверного движения было достаточно, чтобы автомобиль перевернулся или столкнулся с соседней машиной. Он резко остановился. «Что ты делаешь?» — вскрикнула жена. «Если мы продолжим, он будет преследовать нас». Отец вспомнил слова инструктора, слышанные утром. Нельзя пытаться соревноваться со слоном на узкой дороге. Иногда спокойная остановка помогает животному понять, что автомобиль не представляет угрозы. Но сейчас следовать этому совету было невероятно страшно. Слон был уже совсем близко. В салоне никто не двигался. Отец выключил двигатель. Мать прижала руку к рту, стараясь не закричать. Дети лежали на сиденье, закрыв головы руками. В наступившей тишине было слышно только тяжелое дыхание животного. Слон замедлился примерно в 10 метрах от автомобиля. Он сделал еще несколько шагов, покачивая головой. Затем остановился прямо перед капотом. Его огромная тень накрыла машину. Отец боялся даже моргнуть. Он видел каждую складку на серой коже, пыль на бивнях и мелкие трещины на ногах животного. Слон поднял хобот и потянулся к лобовому стеклу, словно пытался определить, что находится перед ним. Кончик хобота коснулся капота. Раздался глухой металлический звук. Мать тихо всхлипнула. Слон мгновенно поднял голову и расправил уши. Несколько секунд он стоял неподвижно, а затем ударил хоботом по передней части машины. Внедорожник качнулся, дети закричали. Отец изо всех сил удерживал себя от желания завести двигатель. Любой резкий шум мог спровоцировать животное на настоящий удар. Слон надавил бивнем на бампер. Пластик затрещал, капот слегка прогнулся. Казалось, еще одно движение, и он перевернет автомобиль или пробьет кузов. Но вместо этого животное вдруг отступило. Оно сделало один шаг назад, затем второй.
Не сводя глаз с машины, слон снова поднял хобот и шумно втянул воздух. Возможно, он понял, что автомобиль больше не движется и не пытается приблизиться. В этот момент из кустов на другой стороне дороги появился маленький слоненок. Он почти сразу объяснил все происходящее. Детеныш стоял неподалеку, частично скрытый высокой травой. Скорее всего, взрослый слон все это время защищал его, воспринимая машины как угрозу. Туристы случайно оказались между животным и его семьей. Слон повернулся к слоненку, но затем снова посмотрел на автомобиль. Он словно предупреждал людей, чтобы они оставались на месте. Через несколько секунд из зарослей показалась еще одна взрослая особь. Она подошла к детенышу и мягко коснулась его хоботом. После этого все небольшое стадо начало переходить дорогу. Сначала прошел слоненок, затем второй взрослый слон. Разъяренный гигант оставался рядом с автомобилем до последнего. Только убедившись, что остальные скрылись в кустах, он медленно развернулся и последовал за ними. Никто в машине не произносил ни слова. Отец еще долго смотрел на пустую дорогу, не решаясь снова включить двигатель. Его руки дрожали так сильно, что он не мог уверенно держать руль. Мать обняла детей, которые все еще плакали от пережитого страха. Наконец мужчина глубоко вдохнул и завел автомобиль. Другие туристы тоже постепенно пришли в движение. Несколько водителей остановились рядом, чтобы убедиться, что с семьей все в порядке. Передний бампер внедорожника был поврежден, на капоте осталась глубокая вмятина, но стекла выдержали, а никто из людей не пострадал. Позже, добравшись до безопасной площадки, семья сообщила о происшествии смотрителям заповедника. Сотрудники внимательно выслушали их и объяснили, что слон, вероятно, защищал детеныша. Машины подошли слишком близко к стаду, а шум двигателей и попытки отступить одновременно превратили обычную встречу в опасное столкновение. Отец долго не мог простить себе того, что позволил автомобилю приблизиться к другим туристам. Хотя он соблюдал дистанцию, в критический момент пространства все равно оказалось недостаточно. Смотритель успокоил его, сказав, что мужчина поступил правильно, когда остановился и выключил двигатель. Попытка продолжить бегство могла заставить слона преследовать машину дальше. Вечером семья вернулась в гостиницу. Дети уже немного успокоились и снова начали обсуждать увиденных животных. Однако теперь больше всего они вспоминали не жирафов и зебр, а огромного слона, стоявшего прямо перед лобовым стеклом. Мать просмотрела запись на телефоне. Видео получилось дрожащим, местами камера была направлена в пол, а последние секунды почти полностью скрывала ее собственная рука. Но даже на этих кадрах было видно, как стремительно спокойная прогулка превратилась в борьбу за жизнь. Семья приехала в саванну, надеясь приблизиться к природе. В тот день природа действительно оказалась рядом, гораздо ближе, чем они могли представить. Эта встреча навсегда изменила их отношение к диким животным. Они поняли, что слон не был жестоким или злым. Он не стремился причинить людям вред. Огромный гигант всего лишь защищал свое стадо и маленького детеныша от неизвестной опасности. Для туристов автомобиль казался надежной крепостью. Для слона он был шумным металлическим существом, вторгшимся на его территорию. Покидая заповедник на следующий день, отец еще раз посмотрел на вмятину на капоте. Ремонт машины обойдется недешево, но это уже не имело значения. Главное, что жена и дети находились рядом и были целы. Обычная семейная поездка могла закончиться трагедией. Их спасли несколько секунд выдержки, случайность и решение разъяренного слона остановиться. А где-то далеко, среди высокой африканской травы, огромное животное продолжало идти рядом со своим детенышем, даже не подозревая, что короткая встреча на пыльной дороге навсегда останется в памяти 4 людей.